Привет, я на Филипповском 13. Спасибо, что вы смотрите нас. Ваши комментарии позволяют делать наш канал лучше. 26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы. Действующий федеральный канцлер Ангела Меркель совершила прощальные визиты в Москву и Киев. В этом году в Германии будет новое правительство и новый федеральный канцлер. Как будут развиваться события дальше? Об этом мы и поговорим в нашем сегодняшнем выпуске. Германия – парламентская республика. Президент – лишь номинальный глава государства. Реальная исполнительная власть сосредоточена в руках федерального канцлера. Он – глава общегерманского правительства и выбирается парламентом. Вот почему парламентские выборы – самый важный политический процесс Германии. Политическая модель современной Германии была сформирована на основе законодательства Федеративной Республики Германии, появившейся в мае 1949 года. В 1945 году Третий рейх потерпел сокрушительное военное поражение, и на территории единой некогда Германии появилось 4 оккупационные зоны – американская, британская, французская и советская. Бывшие союзники не сошлись во взглядах на политическое будущее Германии во время Холодной войны. В итоге появилось сразу несколько германских государств. Федеративная республика Германии на западе, Германская демократическая республика на востоке, а также Западный Берлин с особым статусом и Саарская область, которая позже, в 50-е годы, по результатам референдума вошла в состав ФРГ. Такая ситуация просуществовала до 1989 года, пока падение Берлинской стены не создало предпосылки для объединения Германии. В 1990 году в Москве 4 великие державы – Советский Союз, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, а также 2 германских государства – ФРГ и ГДР – подписали договор об объединении Германии. Единая Германия создавалась не путем слияния ФРГ и ГДР, а путем поглощения Федеративной Республикой Германии, Германской Демократической Республики. ГДР исчезла как государство. Поэтому современная Германия – это наследница политических традиций именно Федеративной Республики Германии. Исторической особенностью Германии является разнообразие ее регионов. Бавария не похожа на Померанию. Саксонию нельзя сравнивать с Рейном. Современная Германия состоит из 16 федеральных земель. 13 – это так называемые области государства, а 3 – это города-государства – Бремен, Гамбург и Берлин. Федеральные земли Германии обладают большой самостоятельностью и в вопросах внутренней политики, и внешней. Они имеют представительство в столице Германии, Берлине, а также в столице Европейского Союза, Брюсселе. Наверное, самой адекватной политической конструкцией, позволяющей держать в едином политическом поле все эти земли, является именно парламентская республика. С момента объединения Германии пост федерального канцлера занимали всего 3 человека – Гельмут Коль, Герхард Шредер и Ангела Меркель. Из них 2 политика относятся к числу политических долгожителей. Гельмут Коль занимал пост федерального канцлера с 1982 по 1998 годы и, кстати говоря, очень дружил с первым президентом России Борисом Ельциным. Эта дружба помогла развитию двусторонних отношений. Германия стала крупнейшим инвестором в российскую экономику, а друг Гельмут и друг Борис скрепляли развитие двусторонних отношений частыми личными встречами. Мы подписали договор с федеральным канцлером, моим другом Гельмутом Колем. Следующим федеральным канцлером стал Герхард Шредер, представитель социал-демократической партии Германии. Он занимал этот пост с 1998 по 2005 год. Отношения между Россией и Германией в этот период были очень близкими и тесными. Шредер и Путин дружили настолько, что Герхард Шредер в 2017 году стал председателем Совета директоров российской компании «Роснефть». Именно при Герхарде Шредере Россия и Германия достигли стратегических договоренностей в области энергетики. Началось строительство газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря между Россией и Германией. В 2005 году в Германии начинается эпоха Ангелы Меркель. Меркель – это коллега Гельмута Коля по партии Христианско-демократическому союзу. Меркель – это первый федеральный канцлер, выходец из восточной части Германии, бывшей ГДР. Однако именно при Меркель отношения между Россией и Германией стремительно портятся. Вместе с тем,
Санкции и скандалы не мешают развитию экономического сотрудничества. При Меркель завершается строительство второй ветки Северного потока, и Германия становится главным газораспределительным центром Европы. Главный вопрос парламентских выборов в Германии – кто будет следующим федеральным канцлером после Меркель? Сейчас, летом 2021 года, ничего нельзя сказать наверняка. Кандидатов трое. Преемник Меркель по партии Армин Лашет, представитель социал-демократов Олаф Шольц и новое лицо немецкой политики Анна-Лена Бербок от партии Зеленых. Армин Лашет – опытный политик, который в свое время сенсационно выиграл выборы в федеральной земле Рейн-Вестфалия. Он был фаворитом предвыборной гонки. Однако его публичное поведение во время катастрофических летних наводнений в Германии вызвало критику немецкой прессы и повлекло за собой падение его рейтинга. Армин Лашет – сторонник проведения в отношении России той же политики, что и Ангела Меркель. Если Россия ведет себя хорошо, это пряник, а если плохо, то кнут и санкции. Олаф Шольц – политик старой закалки, социал-демократ и бывший бургомистр Гамбурга. Он, согласно опросам общественного мнения, внезапно вырвался вперед в гонке за пост федерального канцлера и ошарашил немецкую прессу внезапным заявлением. За безопасность в Европе отвечают только два игрока – Европейский Союз и Россия. Поэтому Берлину надо договариваться с Москвой, улучшать отношения, делать их такими, какими они были до Меркель. Анна-Лена Бербок, партия Зеленых. Ее шансы занять пост федерального канцлера несколько ниже, чем у Шольца и Лашета. Однако это новое лицо немецкой политики, и всего 40 лет, и она наиболее негативно настроена по отношению к России. Она является убежденным противником газопровода «Северный поток» и сторонником введения жестких санкций в отношении Москвы. Кандидаты на пост федерального канцлера находятся в фокусе внимания мировой и немецкой прессы. Любая ошибка может серьезно изменить расклады в предвыборной борьбе. Британская газета Guardian пишет о том, что летние наводнения в Германии катастрофически отразились на рейтингах христианских демократов, и шансы Армина Лашета на победу уменьшились. Американское издание Wall Street Journal отмечает новое бедствие немецких политиков. Сразу два кандидата, Анна-Лена Бербок и Армин Лашет, увлечены в плагиате. Они использовали чужие источники в своих статьях и книгах. Авторитетная немецкая газета Die Welt отмечает рост влияния социал-демократов, самый большой за последние 15 лет. Он произошел из-за ошибок их политических конкурентов. Шпигель и Deutsche Welle пишут о том, что 20% немецких избирателей еще не определились с вопросом, за кого они будут голосовать. Поэтому напряжение растет, а цена ошибки кандидатов очень высока. Наибольшие шансы на победу в гонке за пост федерального канцлера у Армина Лашета и Олафа Шольца. Но кто бы ни победил, ему придется разбираться с наследием Ангелы Меркель. Важный вопрос – политика Германии в Европейском Союзе. И тут два блока проблем. Во-первых, миграционное законодательство. Ангелу Меркель несколько лет назад жестко критиковали за ее миграционную политику. Германия не может принимать больше мигрантов. Немецкое общество готово к жестким мерам по пресечению нелегальной миграции. Доказательство – рейтинги партии «Альтернатива для Германии». Она стала третьей на последних парламентских выборах. Блок номер 2 – это преодоление последствий пандемии коронавируса. Германии нужно найти дополнительные финансовые ресурсы, чтобы поддержать свою экономику, крупнейшую экономику Европейского Союза. Важный вопрос – отношения Германии с ее стратегическим партнером Соединенными Штатами. Они уже не будут такими теплыми, как раньше. Во-первых, США вводили санкции против немецкого бизнеса и пытались торпедировать экономически выгодный для Германии «Северный поток-2». Во-вторых, американцы убедили Берлин ввести свои войска в Афганистан и сделали его заложником своей афганской политики, которая закончилась крупной неудачей. Германия и Россия. У них две проблемы во взаимоотношениях. Газ и Украина. С газом вроде бы разобрались. Украина – больная точка в двусторонних отношениях. Берлин играет здесь одновременно на двух досках. Меркель жестко критикует Путина за его политику на Украине, и ее преемник будет делать то же самое. Однако одновременно Берлин также оказывает сильное давление на Киев. Он вынуждает его пойти на уступки по урегулированию на Донбассе. Германии все равно, чей в итоге будет Крым и Донбасс. Ей главное, чтобы ничего не мешало развитию экономических отношений с Россией и Украиной. В случае, если в борьбе за пост федерального канцлера победит Олаф Шольц,
Возможно улучшение отношений между Германией и Китаем. У немецких социал-демократов давние связи еще с 70-х годов с китайскими коммунистами. И в этом случае мы можем ожидать увеличения китайских инвестиций в Германию. Подведем итоги. Кто бы ни победил в борьбе за пост федерального канцлера, политика Германии радикально не изменится. Германия – одна из самых стабильных стран мира, крупнейшая экономика Европы и мотор европейской интеграции. Федеральный канцлер, глава общегерманского правительства, важная фигура. Однако не только он определяет немецкую политику. Еще важен расклад сил в парламенте, позиция федеральных земель, общественных институтов и, главное, большое значение имеет мнение немецкого бизнеса. Этой осенью мы с вами станем свидетелями увлекательного политического зрелища. И я сейчас говорю не о России. Окончание предвыборной гонки в Германии. Смотрим, болеем, поддерживаем и не забываем подписываться на канал Филипповский 13. Увидимся через неделю.